Жесткие меры для президента, электронный браслет и запрет общаться даже с собственным сыном. Белый дом в бешенстве. За что так прилетело президенту? Массовая депортация россиян. Откуда и куда отправят, а главное, что успели сделать почти 1000 граждан РФ, чтобы так разозлить местные власти. Все детали расскажем. Украина может открыть границы. В Верховной Раде обсуждают резонансную инициативу, и шансы у нее есть. Кто сможет выехать из закрытой с начала широкомасштабного вторжения россиян страны? Взлеты заморожены, пассажиры в панике, вся система управления в сбое. Как можно остановить целую страну? Ошибка или диверсия? Что произошло? Мобилизация по-белорусски. Теперь в армию идут не только люди, но и ваши машины. Законы меняют в спешке. Под ударом просто все. К чему так экстренно готовится Минск? Это и многое другое. Главные события воскресного утра 20 июля. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Атака или несчастный случай. В центре Лос-Анджелеса произошло жуткое. Автомобиль влетел в толпу на бульваре Санта-Моника в районе Восточного Голливуда. Пострадали минимум 28 человек, из них 3 в критическом состоянии, 6 в тяжелом. Машина буквально проехалась по улице и тротуару. На кадрах с места видно, людей уносят на носилках. Медики оказывают помощь прямо на асфальте. Район оцеплен, более 100 пожарных координировали транспортировку раненых в больнице. В ходе триажа, когда парамедики загружали одного из пациентов, которого классифицировали как немедленного, при повторном осмотре они обнаружили огнестрельное ранение. По предварительным данным, это был водитель, но это пока не подтверждено. Один из наших парамедиков, когда пациент уже находился в машине скорой помощи, начал вторичную проверку и обнаружил огнестрельное ранение. Полиция Лос-Анджелеса пока не раскрывает деталей. CNN и The Guardian уже обратились за официальными комментариями. Это далеко не первый подобный случай. В мае в Ливерпуле машина въехала в толпу фанатов Ливерпуля на параде, а в июле в немецком Пассау водитель сбил 5, включая свою жену и ребенка. Ответов пока нет, но масштабы и характер инцидента в Лос-Анджелесе вызывают тревогу. Что это, трагическая случайность или преднамеренная атака? В Украине могут разрешить выезд за границу мужчинам от 18 до 24 лет. Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и подтвердил, что соответствующая инициатива уже обсуждается в парламенте и профильном комитете по нацбезопасности. Пока окончательного решения нет, но разговоры на официальном уровне идут. Ранее о возможных изменениях говорил и депутат Федор Венеславский. По его словам, рассматривается идея не ограничивать передвижение молодых мужчин, чтобы изменить нынешний подход, при котором с 18 до 60 лет выезд за границу запрещен в условиях воєнного положення. Від 18 до 25-30 це ті от люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав, і тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість зреалізуватися їм в цих правах. Який механізм буде знайдений, давайте я буду чекати відповідь від комітету, бо вони працюють, окремі члени комітету працюють над цими ініціативами щодо лібералізації. Сейчас за границу могут выезжать только отдельные категории мужчин с отсрочкой, инвалидностью, многодетные отцы и недлинный ряд других. Но вопрос о пропуске молодых украинцев все громче звучит в стенах парламента. Пока это только обсуждение, но если идея получит поддержку, 1000 молодых украинцев впервые за годы войны смогут пересечь границу. Решение может стать одним из самых громких за последнее время. Латвия выдворяет россиян. Сотни человек должны уехать до ноября. Речь идет о тех, кто жил в Латвии до получения гражданства РФ и имел постоянный вид на жительство. В прошлом году закон изменили. Чтобы остаться, нужно было до 30 июня 2025 года подать заявление и подтвердить знание языка.
Кто не успел, тот вне закона. 841 гражданин России покинет Латвию. Теперь их вид на жительство больше не действителен. Эти люди не подали документы на статус постоянного жителя ЕС и не сдали экзамен по латышскому языку. Теперь у них есть время только до 30 ноября для того, чтобы уехать. Если человек хотя бы один раз не сдал экзамен на знание государственного языка до 16 июня 2025 года и зарегистрировался на повторный тест до 30 сентября, документы можно подать до 31 октября этого года. Тем, кто все еще хочет остаться, придется искать другие основания. Закон позволяет, но шансов все меньше. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Масштабная авария по всей стране. Аэропорты парализованы, запущены все экстренные антитеррористические мероприятия. Полиция и спецслужбы в полной готовности. В субботу в Польше рухнула система управления воздушным движением. Самолеты могли садиться, но взлеты по всей стране частично остановились. От Варшавы до Гданьска и Жешува. На взлетной полосе аэропорта Шопена пассажиры часами ждали вылета прямо в самолетах. Причина – серьезный сбой в IT-системе польского агентства аэронавигации. Сотрудники агентства внутренней безопасности собирают информацию по данному вопросу, анализируют ее и проверяют на предмет потенциального саботажа. Спикер МВД призвал избегать паники и не верить фейкам, но подчеркнул, власти относятся к инциденту максимально серьезно. К полудню ситуация начала стабилизироваться. Аэропорт Шопена сообщил об отмене ограничений на взлеты и посадки. В Гданьске, Жешуве и Катовице сохраняются задержки от 10 минут до 2 часов, особенно на южных маршрутах. В Познани и Люблине операции шли почти без сбоев. Что именно случилось и кто мог быть причастен, пока не сообщается, но сам факт того, что в авиационное ядро Польши ударила массовая техническая авария с последствиями по всей стране, вызывает тревогу. Случайность или проба пера перед чем-то большим? А как думаете вы? Не забывайте свое мнение написать в комментариях под этим видео. Столкновение взглядов антииммигранты и антифашисты прошли бок о бок. Напряжение в центре Варшавы растет. С одной стороны улицы марш против мигрантов, с другой антифашистская демонстрация. Десятки людей выкрикивали лозунги, разделенные лишь проезжей частью и плотной линией полиции. К счастью, до серьезных столкновений не дошло. Я пришел сюда, чтобы показать, мы хотим мира, конечно же, у нас, но мы были открытой страной на протяжении многих лет. На самом деле мы, поляки, сами были беженцами и эмигрантами в других странах десятилетиями, а то и веками. Думаю, сейчас мы должны оплатить тем же, проявить такое же отношение. Такие уличные протесты прошли не только в Варшаве, но и в других городах Польши. Страна бурлит на фоне обострившихся настроений по поводу миграции. Катализатором стала трагедия в Торуне. В июне 24-летнюю польку, по данным полиции, убил гражданин Венесуэлы. Это дело вызвало волну негодования и ужесточения общественного тона в отношении мигрантов. Больше всего я боюсь, что в Польше нет силы, способной противостоять этому, разве что выводить армию на улицы, чтобы сдерживать мигрантов, которые могут устроить беспорядки и хаос здесь, в Польше. На фоне растущей напряженности польские власти ввели временный контроль на границах с Германией и Литвой формально ради безопасности и более тщательной проверки мигрантов. Но протесты в Варшаве показали в обществе раскол, и обе стороны готовы бороться за свою правду на улицах. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару оказался под жесткими судебными ограничениями. Судья Верховного суда страны запретил ему любые контакты с иностранными официальными лицами, доступ к соцсетям и обращение в посольство. Причина – опасение, что Болсонару может сбежать из страны и якобы пытаться втянуть главу иностранного государства во внутренние дела Бразилии. Федеральная полиция уже обыскала дом экс-президента и надела на него электронный браслет. Ему также запрещено общаться с ключевыми союзниками, включая его сына Эдуардо, конгрессмена, работающего в США. Судья Александр де Мораес пояснил, ограничения связаны с попытками Болсонару повлиять на бразильское правосудие через зарубежные каналы. В
Вчера на пресс-конференции я сказал, что если бы у меня был паспорт, я бы попросил аудиенцию у Дональда Трампа. Я бы попросил, если бы он согласился, мы бы поговорили о проблемах Бразилии. США ответили моментально. Госсекретарь Марко Рубио назвал действия суда политической охотой на ведьм и распорядился аннулировать визы судьи Мораеса, его помощников и даже их ближайших родственников. Трамп также встал на сторону Болсонару. Он уже пригрозил Бразилии 50% тарифами с 1 августа, если дело против экс-президента не будет прекращено. В Беларуси пересматривают правила мобилизации, и теперь дело касается не только армии, но и вашего автомобиля. Теперь транспорт на службе у армии не только в случае войны, но и в период мобилизации. Что меняется? Войска теперь могут изъять не только технику у госпредприятий и частных организаций, но и машины, полученные гражданами по лизингу. Под военную обязанность попадают и владельцы, и арендаторы, и даже организаторы, которые сдают транспорт в лизинг. Они обязаны участвовать в мобилизационной подготовке. Список затронутых расширяется: автозаправки, аэропорты, речные порты, ремонтные мастерские, нефтебазы. Все, кто хоть как-то связан с обеспечением транспорта, теперь должны быть готовы. Исключение только для посольств, иностранных компаний и лиц без гражданства. Все остальные под контроль. Минобороны получила полномочия определять, какие именно запчасти, инструменты и оборудование должны предоставлять вместе с техникой. А следить за выполнением обязанностей будет Совет министров. Иначе говоря, Беларусь готовит технику под мобилизацию на полном серьезе, вплоть до последнего гайковерта. К чему готовятся так основательно? Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.